Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы зашли на мой канал Food Court. И сегодня я подготовил для вас рецепт бигоса. Я знаю, что тушеную капусту с мясом готовят в разных странах, но именно польский бигос это нечто особенное. И сегодня я хочу показать вам, как дома своими руками вы можете приготовить невероятный деликатес и удивить своих родных и близких. Обязательно досмотрите это видео до конца, узнайте все секреты приготовления бигоса и не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну а я начну готовить. Для приготовления бигоса прежде всего, конечно, потребуется капуста. Капуста свежая, у меня такая молодая, значит здесь ее 800 грамм. Капуста квашеная. Вот. Здесь у меня 600 грамм. В зависимости от того, насколько она у вас кислая. Да, ее можно промыть, можно не промыть. Я промыл. Значит, здесь у меня 200 грамм грудинки свиной. 200 грамм грудинка копченая. Это я делал ее сам. Вот у меня на канале есть видео рецепта, как приготовить такую грудинку. Это шпондер варено-копченый. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, перейдя по которой вы можете посмотреть этот рецепт. Охотничьи колбаски, тоже собственного производства. У меня есть также на канале рецепт охотничьих колбасок, только я эти делал уже в бараньей череве, натуральные. А те у меня были сделаны в коллагене. Но в принципе это не столь важно. Опять же, сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка. И вы можете посмотреть рецепт охотничьих колбасок, как их приготовить дома своими руками. Ну и мне потребуется чернослив. Здесь у меня 200 грамм без косточки, 1 луковица и 200 миллилитров я взял перетертые помидоры. Это помита, так называемая. Ну, можно использовать, наверное, грамм 100 и томатной пасты. Вот, в принципе, соль, сахар по вкусу. Сейчас начинаем готовить. Свиную грудинку нарезаю вот такими небольшими кубиками. Грудинка варено-копченая. Вот такими вот сначала кусочками плоскими, а потом соломкой. Ну или можете порезать так, как вам больше нравится. Охотничьи колбаски режу такими вот колечками небольшими. Репчатый лук крупно. Ну и чернослив порублю небольшими кусочками. Вот примерно такими. Нашинкую капусту. Вот такой ножик у меня есть специальный. Можно обычным ножом ее нарезать. Мою любимую кастрюльку вок. Чуть-чуть растительного масла и обжариваю лук. Лук постоянно помешиваю, обжариваю там 3-5 минут. Добавляю сырую капусту и начинаю ее тушить. Накрываю крышкой и тушу минут 15-20, постоянно помешивая. На этом этапе я добавлю 1 чайную ложку с горкой соли. Капуста свежая, чуть-чуть ее необходимо подсолить. И перемешав, я вношу квашеную капусту. Теперь я тщательно смешиваю свежую квашеную капусту вместе с луком, закрываю крышку и оставляю еще на 25-30 минут тушиться. Тушу я капусту на маленьком огне, на медленном, периодически помешивая. Капуста отдает сок и постепенно тушится. Пока тушится капуста, я обжарю свиную грудинку. Разогрел сковородку, чуть-чуть растительного масла и обжариваю грудинку до румяной корочки.
По вкусу можно добавить черного молотого перца. Теперь добавляю варено-копченую грудинку и тоже слегка ее поджариваю. Затем колбаски охотничьи. Чуть-чуть добавляю еще перца, кориандр. Пахнет все это уже, конечно, очень вкусно. Томатное пюре – это перетертые помидоры. Или можно добавить томатную пасту, пару столовых ложек. И все это перемешиваю и продолжаю обжаривать на среднем огне. Накрою крышкой и чуть-чуть потушить. Прошло примерно минут 30-40, капуста протушилась, и теперь можно ее заправлять. Вот на этом этапе, когда капуста практически полностью готова, я вношу обжаренную свиную грудинку и копчености с томатом и специями. Теперь все необходимо перемешать до ровного однородного состояния. Теперь я добавлю чуть-чуть воды. Это кипяток, примерно 500 мл на эту кастрюлю будет достаточно. Вода не должна покрывать поверхность. Но теперь еще минут 15-20 я дам потушиться на самом маленьком огне. Ну вот, в принципе, все и готово. На последнем этапе я вношу чернослив. Опять же все перемешиваю. И дам постоять еще минут 10. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Наш бигос польский готов. Пахнет он невероятно вкусно. И теперь его можно подавать. По этому рецепту бигос получается невероятно вкусный. Мне приходилось пробовать у друзей, у поляков, именно в таком исполнении. Это блюдо, когда две капусты, когда копчености, когда свиная грудинка и все эти специи и приправы, это просто за уши не оттащить. Друзья, если вам понравилось это видео, этот рецепт, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court. Обязательно нажмите на колокольчик, и вы всегда будете получать уведомления о всех новых рецептах на моем канале. До новых встреч, дорогие друзья!